Здравствуйте, товарищи! Сегодня 12 августа 2026 года. У нас сегодня среда, местное время 19 часов 54 минуты. Итак, дорогие мои хорошие, в этом видеоролике я расскажу о чувстве знания. Что это такое, откуда я о нем узнал, как меня обучали пользоваться этим чувством знания. И это чувство знания является второй пользой, которую я получил от изучения мировоззрения Байтерек. О первой пользе я рассказал в предыдущем видеоролике. Там речь шла о том, как меня научили слушаться подсказок матрицы, которые она мне дает через мое физическое тело. То есть, когда мне что-то нужно найти, значит, я не знаю, где это нужно найти. Иногда даже не знаю, что там будет, но я знаю, что общую цель такую-то, какую проблему мне нужно решить, и для этого, значит, чтобы решить эту проблему, мне нужно куда-то пойти. И вот я выхожу на улицу, останавливаюсь, концентрирую внимание на своем теле, и матрица меня берет так вот как бы за плечи, за бока и ведет вправо, влево, прямо, и она меня ведет, приводит куда надо, там я встречаюсь с кем надо, или нахожу ту вещь, которая мне нужна и так далее. Вот в прошлом видеоролике я об этом очень подробно рассказал. Конечно, я не смог перечислить все примеры, когда я это использовал, значит, вот эту способность свою, которой меня специально обучали в 92-м году еще. Вот. Но самый интересный я выбрал и рассказал. Два примера я рассказал. Ну, их больше гораздо было. Вот. А в этом видеоролике я хочу рассказать о чувстве знания. Вообще, вот эти две способности, вот слушаться матрицу, когда она тело ведет куда нужно, чтобы я пришел, и чувство знания, они всегда работают вместе, одновременно. Вот. Но иногда, значит, они работают порознь. Вот. Так вот, этот видеоролик я точно так же, значит, записываю для команды троллей, значит, которые работают на фабрике ботов ФСБ. Вот предыдущий мой ролик, который я показываю. Значит, как раз в этом ролике я рассказывал о том, как вот меня матрица водила, там то, что мне нужно было, очень-очень нужно было найти. Итак, значит, смотрите. Под этим видеороликом тут мне вот практическая польза от Байтерека называется ролик. Вот под этим роликом тролли ФСБ тут развернули дискуссию. Я, правда, им подыграл немножко, комментарии понаписал им. Ну и они тут разошлись, значит. Тут вот много чего написано. Вот здесь аж 24 ответа. Но, кстати, вот этот Алексей Ивлев, это не тролль. Это сам один из грядущих царей. Алексей Ивлев, мессия, грядущий царь. Один из таких же, как я. Это мой конкурент. А вот здесь все это, тут их несколько, значит. Это все тролли. Это все тролли. Это все тролли. Тролли ФСБ. Именно ФСБ, которые работают слаженно, организованно, целенаправленно и так далее. Ну, все это под ролик перейдете, почитайте, если захотите. А вот этот комментарий я хочу использовать в данном видеоролике. И хочу здесь кое-что, значит, взять за жабры вот этого тролля под ником «Я свободен». Хочу взять его за жабры. Вот. Так, значит, сейчас я вначале
вот по этому комментарию вам расскажу по теме предыдущего видеоролика, а потом я расскажу о том, что такое чувство знания, как оно работает, как я его применяю. Применяю я его уже давно. Вот. Если вот водить тело мое, матрица меня обучала в 92 году, в 93-м я вот уже получил первый результат, значит, 93, то ли в конце 92-го, то ли в начале 93-го я уже начал получать результаты конкретные от того, что вот меня водят, научился я ходить. А пользоваться чувством знания меня учили гораздо дольше. В общем, так можно образно выразиться, выпускной экзамен на умение пользоваться чувством знания я сдал летом 96-го года. То есть 6 лет меня обучали пользоваться этим чувством знания. Я вам расскажу эпизоды об этом. А сейчас вот по этому комментарию. Значит, в предыдущем видеоролике я привел два примера того, какую пользу, значит, я получил когда-либо от своего умения вот подчиняться матрице, когда она ведет меня куда-то, чтобы что-то найти. Так вот, второй пример был связан с тем, как я нашел книгу «Коран» на русском языке. Я начал изучать различную эзотерическую литературу в начале 91-го года, если мне память не изменяет, может быть, в конце 90-го. Сейчас точно не могу вспомнить, но кажется, в начале 91-го. Я читал много разных книг там, значит, и так далее, и так далее. Кстати, где-то в то же время я прочел книги Агни-йога. Я прочел не все 7 книг Агни-йоги, а только несколько. Я прочел книгу «Иерархия», книгу «Сердце» и книгу «Община». 3 книги я всего прочел, мне этого вполне хватило выше макушки. Так вот, в Агни-йоге я узнал, что такое чувство знания. Ну и вот в конце 92-го или в начале 93-го года, не позже, я захотел иметь книгу «Коран» на русском языке, чтобы прочесть это одно из святых писаний религиозных, и чтобы иметь о нем представление. Но я не знал, где взять его, где искать. И вот однажды я приехал из Курчатова в город Семипалатинск по каким-то делам. Я не планировал ходить по городу и искать Коран на русском языке. Я приехал с совершенно другими целями. Я даже не помышлял о том, чтобы ходить по Семипалатинску и искать Коран. Но когда я сделал те дела, ради которых я приехал в Семипалатинск, вдруг чувствую, а меня повела матрица. Без подготовки. Просто так взяла и повела. Вот. Ну, я сразу же подчинился, думаю, значит, куда-то надо мне прийти, что-то увидеть. Или что-то понять. Не знаю, зачем она меня ведет. В общем, она вот подвела меня к киоску. Книжный киоск, ну или как. Тогда в советское время это назывались киоски «Союз Печать». В этих киосках продавались журналы, газеты, открытки, книги. Вот такое все. И я подошел к этому киоску спереди, значит, вот перед окошком продавца, этого киоскера. Я не знаю, зачем меня привели к этому киоску. Я не знаю, зачем меня матрица привела к этому киоску. Я начал глазами, значит, шарить по витрине с лицевой стороны, там, где окошечко продавца. Ничего не нашел, на что можно обратить внимание. Тогда матрица меня раз поворачивает вправо и заводит, значит, с правой стороны киоска. Я снова начинаю шарить, значит, глазами по всей витрине, ничего не нахожу, значит, ничего не увидел я. Тогда после этого матрица берет мою голову и поворачивает в нижний левый угол, чтобы я туда посмотрел. Я это чувствовал прям. Я подчинился, повернул голову. Вот. Смотрю, а там Коран на русском языке.
Фу, елки-палки. Ну, все понял, для чего я сразу же купил Коран, это все. Вот видите, как было, да? Теперь смотрите, что вот этот тролль ФСБ под ником «Я свободен», по кличке Федя, он мне однажды сказал, что его Федей зовут. Так я его Федей называю. Он мне пишет, ну вот, Тахионыч, судя по твоему примеру с киоском, я в очередной раз прихожу к выводу, что высшая цель твоего байтерика стать еще большей марионеткой матрицы. Это второй пример, который я привел в предыдущем ролике. Первым примером там был феноменальный пример, связанный с бизнесом, связанный с тем, что я работал исполнительным директором горнодобывающего предприятия. Предприятие было заведомо убыточным. У меня не было ни клиентов. Я хотел найти или клиентов, или компаньонов. Я был в безвыходной ситуации, и я обратился к высшим инстанциям, чтобы мне помогли найти вот клиентов или компаньонов, или еще что-то. И вот я также вышел из офиса, сформулировал цель свою, которая куда там что. Я все подробно объяснил в предыдущем ролике. Вышел, и матрица повела меня. Матрица вела меня в общей сложности от моего офиса, там, кругами туда-сюда, до нужного места, где я встретил нужного человека. Значит, около 2 километров вела по городу. Понимаете? По пути я там заходил в магазины строительные, там, в диспетчерскую таксомоторного парка заходил, думал, что там, может, кто-то заинтересуется. Вот. А матрица меня вела, мимо остановки, значит, там автобусной, и повела совершенно в другую сторону. Но я слушался. В результате этого матрица меня свела с человеком. Этот человек меня свел с другим человеком. И вот он стал моим компаньоном, который помог найти клиентов. Понимаете? И с ними, вот с этим человеком я проработал на этом предприятии до 2020 года, когда я ушел на пенсию. А предприятие ему осталось. Вот так, понимаете? Но я где был? Это не мое предприятие. Я был наемным директором на этом предприятии. Понимаете, в чем дело? А что пишет Федя? Федя что пишет? То есть продолжаю читать вот отсюда. То есть полностью исключить какую-либо самостоятельность мышления, выражаясь твоим языком, умереть. Ну, к чему пишет? Ну, тролль, натуральный тролль. Перевирает все, что я рассказал в видеоролике. Потому что с точки зрения самостоятельного мышления того же самого результата можно было добиться простым вопросом у продавца. Есть ли у вас Коран на русском? А не ждать, когда твою голову повернут в нужном направлении. Я объясняю. Я не знал, куда меня ведут. Да, мне нужен был Коран на русском языке. Но в этот раз я приехал в город Семипалатинск совершенно с другими целями, по другим делам. Я не собирался ходить по городу и искать Коран. Просто матрица знала, что мне Коран нужен. И когда я закончил все дела, она меня взяла и повела к киоску. Я не знал, зачем она меня сюда привела. Не знал. Понимаете, в чем дело? Не знал. Поэтому она меня завела справа киоска. Снова я начал смотреть, не вижу зачем, не могу понять, зачем она меня сюда привела. И только тогда, когда она повернула голову влево и вниз, я увидел Коран, и я понял, зачем она меня сюда привела. А Федя все перевирает, об этом во всем я рассказал в видеоролике. Но Федя все перевирает, работает на публику. Понимаете, в чем дело? И вот он пишет дальше. Я так подозреваю, что в реальности все с точностью до наоборот. Большинству людей таки самостоятельное мышление, которых твои боги-коммунисты хотят сделать своими марионетками, начиная с тебя. Вот эти тролли, группа троллей, там сколько их человек, я не знаю, они постоянно меняют аккаунты. Ну, не все. Там вот я свободен, значит, аккаунт остается один и тот же.
Да больше я, наверное, не помню. Там Николас еще один есть, тоже уже давно. Значит, аккаунт. Все остальные аккаунты меняются, но все по одной методичке, все комментарии пишутся. Вот. Есть там такой Жора, который меняет аккаунты как перчатки, но его по стилю можно узнать. Ну, знаете, в чем дело? Стиль Жоры менялся уже минимум 3 раза. То есть минимум 3 раза эту роль играли разные люди. Это было заметно по стилю письма. Это вообще, вы знаете, это, ну, вот он переврал в этом комментарии все, о чем я рассказал в предыдущем видеоролике. Переврал ради того, чтобы, значит, люди, которые посмотрят этот видеоролик, не стали бы возвращаться к предыдущему. Детский сад. Детский сад. Натуральный детский сад. Я вот с этими троллями общаюсь уже с начала 2019 года. Это одна и та же команда. Они работают по одним и тем же методичкам, у них одни и те же приемы, одни и те же цели. Я их уже вычисляю моментально, даже если с нового аккаунта пишут. Это вообще. У меня был один случай, просто уникальный. На платформе Дзен, у меня был там канал тоже на Дзене и так далее, там другая команда. Они причем не переходят. Вот эта группа работает на Ютубе, а там на Дзене другая команда работала. Так вот, я, значит, беседую в комментариях с одним из троллей. Беседую. Потом вдруг бах, какой-то перерыв непродолжительный, там несколько часов всего перерыв, и он мне пишет комментарий, в этой же ветке пишет комментарий, ник-то тот же самый, совершенно не в строчку. То есть его заменил другой человек, который не знал, о чем мы разговаривали в начале, и начал нести пургу там какую-то, значит, совершенно в другом направлении, как будто бы у нас и не было никакого разговора раньше. Ну, понятное дело, что это 2 человека, понимаете? 2 человека. Ну, как тут не раскусить? Ну, тупая вот такая, сами себя подставляют. И эти вот там, Жора этот, значит, он поначалу, значит, играл роль урки, ну, уголовного преступного элемента, который там живет в Луганске, значит, нигде не работает, там с мамулей живет и так далее. Там у него жаргон был такой, уголовный жаргон. Жаргон отъявленного уголовника. Там рассказывал, как ему в печень ножом там засадили, то все, 5-10. Проект «Русь», который тогда, значит, я активно рекламировал со своими помощниками, Жора оценил как бомба. Это великолепный проект, там туда-сюда, дифирамбы пел мне, моим помощникам, которые тогда были вместе со мной на Ютубе работали. Мы его даже включили, я его включил, значит, в закрытую группу в Телеграме, он там со всеми перезнакомился, значит, там всех щупал, всем писал, звонил там, фотографию даже якобы свою мне прислал. А потом вдруг он пошел, значит, встал на дыбки и против меня пошел бочки катить. Че к чему? С чего? Непонятно. Вот. Потом, значит, Жора вдруг поумнел, очень быстро поумнел. Он стал писать другим культурным языком, и этот уголовный жаргон куда-то делся. Другой человек, понимаете? И там было явно видно, что и Жору этого несколько раз заменяли разными людьми, потому что стиль письма был совершенно разный. И сейчас это уже минимум, наверное, 3-й человек, который вот эту роль Жоры играет. Минимум 3-й. Ну что я, дитё мало. Вот. В общем, вот эти ФСБшники. Так, ну теперь я перехожу к рассказу о том, что такое чувство знания. О чувстве знания и вообще вот этот термин чувство знания, я об этом узнал из книг Агни-йога. Не помню, в какой именно из 3 книг, которые я читал, не помню. Но там рассказывалось о том, что вот
те, которые идут, значит, по пути развития психической энергии, у них появляется чувство знания, они знают, просто знают что-то, просто у них появляется знание о чем-то, просто так, ниоткуда. Без предыстории, без предварительного обучения, там, без экспериментов, без исследований, без наблюдений, просто раз и знают. Вот об этом я, значит, прочитал в Агни-йоге. А потом, когда, значит, в 91 году, где-то в середине года, я уверовал в Бога, значит, и решил, что буду жить по всем божественным заповедям и так далее, меня начали обучать вот этому чувству знания. Вообще 92 год, это очень активно меня высшие силы обучали. Вот. Ну вот, как я сказал, значит, водить телом меня научили уже к концу 92 года, я свободно подчинялся, значит, я научился ходить по указаниям матрицы, когда она меня водила. А вот с чувством знания все затянулось, ну, на 5 лет. Некий финальный как бы экзамен я сдал в середине 96 года. В начале лета 96 года я устроился на работу в ту организацию, в которой раньше работал, еще до развала Советского Союза. Вот, это уже было частное предприятие, и это частное предприятие заключило договор с Национальным ядерным центром Казахстана, и там в этом договоре принимали участие представители Соединенных Штатов Америки, планировались работы по ликвидации Семипалатинского ядерного полигона на разных площадках. Но я работал на проходке Штолен, значит, подготовки их к ядерным взрывам в советское время. Ну а здесь, значит, я устроился в эту организацию. Вот. Меня приняли старшим горным мастером. Я должен был быть начальником вахты, но на вахту еще не заезжали. На вахту первый раз заехали только для начала полноценных работ только в сентябре месяце. А летом, значит, июль, август, я работал на базе, рядом с мехцехом, там под козловым краном стояли траллы, и я и еще двое рабочих, сварщик и проходчик бывший, я с ними раньше работал в одной организации, вот, мы монтировали оборудование на траллах, ставили дизельные электростанции, компрессоры ставили, ресиверы, емкости для воды ставили, устанавливали на траллах, чтобы, значит, там со штольни на штольню оперативно все оборудование перевозить. И вот нам привезли 2 строительных вагончика. Ну, обыкновенные строительные вагончики на салазках. Вот. Двери закрыты на внутренний замок. Советский замок, рожковый, 2-рожковый замок, значит, а ключей нету. Мы покрутились, ну что, взламывать двери, что ли? Ну, попортится, косяк попортится, дверь попортится, если мы будем взламывать. А мне мужики говорят: Василич, сходи в мехцех, там у Сашки Исакова, значит, под столом в коптерке стоит здоровенный ящик. В этом ящике там каких только ключей нету. Там ты обязательно найдешь, подберем ключ. Ты похожие ищи ключи, неси их сюда, а мы тут уже будем пробовать их использовать, открыть. И тут мне вот это мое чувство знания говорит: там ключей нет. Блин, я растерялся. Меня приучали к тому, когда тренировали, чтобы верить чувству знания и доверять, верить, как угодно. Тут можно сказать, то есть, потому что доказательств никаких нету. Чувство знания просто говорит: да, нет, делать, не делать, есть, нет. Вот все, что чувство знания говорит. Оно не объясняет, не разъясняет. Просто вот да, нет, делай, не делай, иди, не иди, говори, не говори.
я там мысли какие-то кручу, вот об этом, допустим, я ролик запишу. Нет, не надо этот ролик. Ладно, другую тему ищу. Снова говорят, нет, тема не подойдет. Я снова ищу. Бывает, вот тему ролика я ищу по несколько дней. Вот сейчас это то, что происходит. Как работает чувство знания сегодня со мной. Вот. Потом раз, тему нашел. Мне говорят, все, записываем. И тут все сразу идет, все нормально. Так вот, я этому чувству знания говорю, как, ну я как бы к высшим живым существам-то обращаюсь. Само чувство знания, значит, оно к нему обращаться бесполезно вообще, оно не общается, не разговаривает никак. Вот оно сказало, нет там ключа и все. Я к высшим обращаюсь, существам, что мне делать? Как же, мне ж надо, ну что я пойду, там же ничего нету. А как я мужикам объясню, если я не пойду? Они наверху заулыбались и говорят мне, ну ладно, сходи, посмотри, там все равно ничего нету, иди, сходи. Ну пошел я. Очень тщательно перерыл этот огромный ящик, он, я не помню какого размера, но где-то сантиметров 60-70 такой в длину, в ширину сантиметров под 50 и высотой где-то сантиметров 40. Такой ящик деревянный. Вот. И он почти полный ключей. Почти полный ключей, вот так ровно все. Я вот, значит, оттуда отгребаю, на пол вываливаю, там бетонный пол в мехцехе, я вываливаю. Ну, что-то какие-то там нашел ключи, понес, двухрожковые, значит, понес, не подходят, совершенно не подходят. Пошел дальше искать. И вот я вот весь ящик этот перебирал, я его часа полтора перебирал. Что-то найду, похоже, несу, не подходит. Дальше выгребаю эти ключи, все перебрал. Не нашел ни единого ключа, хотя бы чуть-чуть бы, хотя бы на полоборота бы, который провернулся, там бы его подточить можно было бы, этот ключ там и так далее. Нифига, ничего не нашел. Вот так работает чувство знания. И вот с этим чувством знания, начиная, ну, поначалу-то тренировочные были, а вот с 96-го года в полный рост я его использую, это чувство знания. И, значит, это самое. Ни разу не подвело. Ни разу. Единственное, значит, что я очень долго пытался понять, как работает этот механизм. Я вначале полагал, что чувство знания – это моя способность. Моя способность. Оказывается, нет. Моя способность заключается только в том, чтобы научиться доверять этому чувству знания и научиться четко различать его сигналы. Как теперь уже я знаю, это не моя способность. Это подсказки свыше. В матрице есть три главные системы. Система нуменов, я ее называю, это искусственный интеллект и база данных, в которой хранятся сценарии всех событий на Земле. И с планетой, и космические, которые влияют на Землю, значит, и геологические процессы в недрах Земли, и атмосферные процессы. Там хранятся сценарии, значит, событий в растительном мире, в животном мире, ну и сценарии жизни всех людей на Земле. Это вот система главная. Дальше есть вторая система. Система автоответчик. Это называю я ее автоответчик. То есть этот автоответчик, когда тахионы уже достигают определенного уровня развития интеллекта, они начинают задавать вопросы. И система нуменов им не может ответить. Поэтому происходит переключение этих вопросов на автоответчик. И автоответчик отвечает этому человеку полностью с учетом его текущего мировоззрения. Автоответчик не сообщает никаких новых данных, никакой новой информации. Он объясняет этому человеку, дает ответ на его вопрос, исключительно исходя из его мировоззрения. И третья система, которую я назвал система работы с оживающими тахионами, эта система уже
Он дает подсказки, объясняет, что, как, куда найти, что там, уже учит, значит, познавать что-то новое. Это тоже искусственный интеллект. Вот. Ну и автоответчик тоже искусственный интеллект, и это тоже искусственный интеллект. И вот эта система работы с оживающими тахионами, она имитирует взаимодействие с высшими живыми существами. Но это искусственный интеллект. Это еще не общение с высшими живыми существами. Так вот, чувство знания – это такой способ подсказок от вот этой системы, от системы работы с оживающими тахионами. Вот. В системе нуменов есть специальная функция в сценариях, запрограммированных сценариях, когда у каких-то людей обнаруживается интуиция. Вот это вот как бы ранний предвестник чувства знания. Но чувство знания – это функция системы работы с оживающими тахионами. Ну, я уже далеко ушел. То есть вот что такое чувство знания и как я им пользовался. Когда матрица тебя куда-то ведет, вот то, что я рассказывал в предыдущем ролике, пример, как матрица меня водила туда-сюда, значит, там всегда в определенные моменты, когда матрица ведет, подключается чувство знания. Я задаю вопрос, чувство знания отвечает «да» или «нет». Это все, они вместе работают, чувство знания. И вот этой способности вождения туда-сюда и чувство знания есть очень важные моменты. Для того, чтобы научиться пользоваться вот этими вещами, нужно иметь определенное мировоззрение с определенными параметрами. Мировоззрение любого человека состоит из 3 частей. Миропонимание, то есть это информация о том, что, где и как устроено. Это просто информация. Далее, вторая составная часть мировоззрения – это устройство, которое создает, формирует и развивает цели человека. Значит, ко второй части мировоззрения относятся намерения, цели, желания, мечты и идеи. То есть все начинается с намерения и заканчивается идеей. Подробно в книгах все описано. И третья составная часть мировоззрения – это мораль-политика. Мораль – это то же самое, что политика, совершенно одно и то же. Ну, политика применяется к государствам, к коллективам каким-то, а мораль применяется к людям конкретно. Но это одно и то же. В морали, значит, содержится личный моральный кодекс, то есть что можно, что нельзя там, и так далее. Содержатся инструкции по безопасному выживанию, что можно делать, что нельзя и так далее. Там есть программа экстренного реагирования на известные человеку раздражители. Раздражители могут быть внутренними и внешними. И вот эта программа реакции, это моторная реакция. То есть раздражитель включился, сразу же срабатывает эта функция защиты от раздражителей внешних и внутренних, которые уже известны человеку. То есть мыслительная система не успевает срабатывать, а это вот мгновенная реакция на любой раздражитель, как внутри, так и снаружи. При условии, что уже этот человек с этим раздражителем уже сталкивался. Ну вот так, в общем. То есть чувство знания и вот это вождение дается не каждому. И еще я заметил очень важную вещь. Когда уже я научился пользоваться этими вещами, эти вещи не работают по мелочам. То есть
приходится думать самому, анализировать самому, искать что-то самому и так далее. Эти вещи работают только в серьезных и ответственных моментах, когда я сам уже не способен проблему решить какую-то. Эти вот способности включаются только тогда, когда я уже испробовал разные варианты и не получилось. То есть думать нужно самому. И только когда уже ты полностью уперся в тупик, все варианты попробовал, только после этого эти системы включатся. Сам я эти системы включить не могу. Они включаются свыше для того, чтобы мне помочь решить проблему, которую я самостоятельно с помощью своей мыслительной системы решить не способен в принципе. Вот такие способности, значит, у меня есть. Там вопросы-то мне как задавались, значит, когда я начал все это отвечать. Какую пользу я получил от Байтерека? Ну, это просто колоссальная польза, понимаете? Колоссальная. Это вот я рассказал такие примеры, которые будут в наибольшей степени понятны простым людям с простым мышлением. Вот. С простым людям, с простым мышлением. А есть еще пользы, другие виды пользы, которые я получил от Байтерека. Если ничего не изменится, то в следующем видеоролике я продолжу рассказывать о той пользе, которую я получил. И которую получают, кстати сказать, те люди, которые стали моими единомышленниками. Их мало таких. Это самый близкий единомышленник, это Лилия Викторовна. И не только потому, что она жена, а потому что она лучше всех других единомышленников понимает мировоззрение Байтерека. И она единственная из всех, кто за мной последовал, сумела выполнить все базовые упражнения тренировки мыслительной системы Байтерека. Про эти упражнения я тоже рассказывал, писал подробно, все там. И сейчас на Патреоне Лилия опубликовала все эти упражнения заново, повторно опубликовала. Так что вот так, ребята. Ну что, если ничего не изменится, в следующем ролике я продолжу рассказ о той пользе, которую получил я и другие люди, которые за мной пошли. И которые сейчас изучают Байтерек. Останавливаю запись.